Да ну далеко же. О, там гусь. Гуменник. Есть. Я опять подрал. Добить. Доброго дня всем зрителям моего канала. В эфире продолжение моего фильма. К сожалению, уже какой день дует безостановочно южный ветер. Утки почти не летят, их совсем мало. Не сравнить с прошлым годом здесь. Мы уже звонили в поселок и к охотникам на соседние озера. Везде такая же картина. Уток нет, все ждут перемену ветра. Но прогноз погоды пока не утешительный. Смены направления ветра пока не ожидается. Но мы все равно не теряем надежды и выходим как на работу стабильно вечером и рано утром на озеро. Медведь также пока не появлялся. Одни лебеди не знают покоя, они все летят, и нет конца их перелету. 36 штук. На улице стоит довольно жаркая погода. Температура днем в среднем около 15 градусов, да и ночью тепло. В такую погоду утки быстро могут испортиться. И поэтому мы каждый день носим их в природный холодильник. Так утка хранится и ничего ей не будет. Главное не проморгать таяние снега. Самый лучший морозильник, конечно, это выкапывать верхний слой земли, где сразу начинается вечная мерзлота. В таком месте утки промерзают напрочь и в таком замороженном виде приезжают даже в Якутск. А потом куда будем ложить, когда снег растает? Под мох? Не, ножка есть. Мухи откуда-то вылетает, да? Или не отсюда? Чего улетает? Мухи. Мухи. Один раз и заново. Легкенький, да? Сухие, да? Есть. Вот дает. Вот дает Степан. Есть.
Стой. Давай. Вон тут тоже пойдет, смотри. Пошел. Наш экипаж на моторной лодке собирает подбитых гусей. Это очень удобно, ведь в такую волну и на встречном ветру плыть на ветке довольно тяжело, а добирать подранка и вовсе бесполезно. Так что лодка с мотором – это удобно и быстро и эффективно. Я не успел снять на видео, как Денис добыл еще 2 гусей. И, видимо, чтобы размяться, решил сам сходить на ветки за ними. Степан сегодня решил упорно до последнего посидеть в кратке. Вдруг налетят утки. Тем временем мы уже на базе, где уже начали чистить уток. На этих кадрах вы видите очень удобный способ опаливать утку от остатков пуха и перьев. Газовый баллон с насадкой легко справляется с этим, и не надо стоять над костром, обжигая руки. Собираемся на вечерку. Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Уток нет. Утки будут. Утки будут. Блять. Кто-то зарядился? Все. Охраняй дом.
А, ну. Надо было. Пришел на охоту. Далеко шел, да? Жестко. Не дойдет, здесь тоже было. Ну что, термос поставить, сейчас на этом не будешь сидеть сам. Ты начинаешь. Ворчливая жена. А тебе какие инструменты нужны? Ладно. Сходи, вот. Ну смотри, ленится. Пойдет. Сделал как новый. Да. Че, Полевой ремонт. вылетел? Топ. А что? Положи, поехали. Че, куда? А что ты так сделал? Иди за тисками, сходи. Вот. Что такое? Серый, стреляй. Давай. Вот еще один день утонул в закате колымского солнца. Скоро наступит ночь. Она продлится ровно 2 часа. Именно столько времени будет озарен горизонт красным пламенем. Ведь солнце никуда не уйдет. Оно будет тихо прятаться за верхушками деревьев и скоро снова появится на небосклоне. Это и есть полярная белая ночь. Уже поздно. Пойду немного покемарю в палатке. Время 2 часа ночи. Никто не спит. Сейчас будем проверять сети.
Поехали, парни, собирать манки, которые ветром несло. Сегодня такой сильный ветер был. А у меня тут поздний ужин или ранний завтрак, я не знаю. Ну, что тут? Комод. Короче, все китайцы, японцы, американцы, кроме России. Смотрите, какая раритетная книга. Джеймс Хедли Чейз. Только в избушках охотничьих можно найти такие книжки. Очень старые, которым уже около 30 лет. 90-х годов книжка. Анатолий читает эту книжку. Будем жарить? Будем жарить. Да. Сетка на сколько? Шестерка даже. А, шестерка? Крупная. Я сижу в лодке. Точнее, не в лодке, а на ветке. Меня качает немножко на волнах. Ветер дует, поэтому камера немножко шевелится. Не обессудьте. Вот она. Карасик. Карась, во. Какой здоровый. Смотри, покажи-ка. Ай, ты брал уже. Оказывается, наше озеро кишит щуками. Причем не просто щуками, а огромными хищниками. Еще одна. Вся сеть забита ими. Может быть, поэтому утки не садятся на наше озеро. Видят сверху гигантские темные силуэты в воде и улетают прочь. Конечно, это шутка, но правда щук здесь немерено. Эх, приехать бы сюда зимой или весной на подледную рыбалку. Боюсь даже представить, что было бы. Надо будет как-нибудь специально приехать на зимнюю рыбалку, половить таких щук и огромных окуней. Чебака обожралась, конечно. Или андатру проглотила. Сетка 60 миллиметров. Да, Саня? Карась крупный. Вы не смотрите, у Сани руки такие большие. А карась огромный, по идее. Калмыцкий карась очень жирный, питательный. Ничем не хуже кобельских карасей. Ой, рыба, рыба, где рыба? Моя рыба приехала. Сейчас кое-кто обрадуется. Вот этот товарищ. Боишься? Это большой, да? Рыбоед. Вот он рыбоед. Орловский. Бросаем, да? Так, кидай. Раз. Два.
Хороший карасей. О, еще один. О, Нырок. Нырок. Че? Окольцованный. Че, серьезно? Да? Где? Хрена себе, первый раз. Что там написано? Япония. Что-то какие-то буквы? Как-то Канкёша. Канкёша. Токио. Япония. Ни хрена себе. Да? Ну-ка, положи на эту лодку. Вот откуда они летят, мы гадаем, да? Первый раз в жизни. А что делать мне с ним? Экологию сдать? Угу. Токио. Япон. Серег, Ну? экологию сдать или... На сайте, Я наверное. что-то слышал, на сайт какой-то забиваешь вот этот номер. Утка, хохлатая чернить, селезень. Вот он. Добыт сегодня утром. Снайперским выстрелом с высоты где-то 55 метров. Да. Охотником Денисом. О. Ровно в сердце его, японцы. Но. Японского нырка. Захваты. Все. Круто. Нихера здоровый какой. Здорово, а? Вот тоже не маленький. О. Кто-то чего-то покушала. Голодный. Самый вкусный. Вот это точно с карасем. Пощупай. Завешаем, сколько он. Бля, реально карась, да? Сколько примерно? Ну, килограмм 7-8, наверное, есть. Ну-ка, ты взвеши-ка. Будет 7-8? Даже больше. Даже может больше, но. По 10 килограмм. Под десяточку, но. Сколько Степ весит? А? Как думаешь, сколько весит? Я не знаю. Да, потом мы съездим. Сейчас вам надо вот самое время ехать вокруг озера. Когда еще запустили? 6, наверное. Дэн говорит 10. Не, 6, ты что, мало? Че, мало? 10. Тяжелый жестче. Там еще внутри карась. На килограмм, наверное. Вот это юкова будет, 7 юкова метров. Вот это знаменитые колымские щуки. Мощные. Отрывают все снасти. Любые. Титановые, стальные поводки. А? Подальше кинь вот это. Карасику. Время 3 часа 30 минут. Раннее утро. Выход на позиции. Парни поехали на свой скрадок. Итак, доброе утро. Видели, как ребята поехали на лодке? Молча и спокойно, как на работу. Но ничего, это они еще не проснулись толком. К сожалению, ветер снова не поменялся, дует также с юга. Дэн только что подстрелил нырка. Обратите внимание на сложность этого выстрела. Денис, сидя в ветке в полоборота назад, стреляет по утке. При этом ощущает отдачу от ружья, которая очень сильно нарушает равновесие в лодке. И неопытный охотник 100% уже бы перевернулся и упал в воду.
Напомню, что езда на ветке требует особого навыка и нужно держать всегда равновесие. Лодка очень верткая, и если ты неопытный, нужно быть осторожным, когда ездишь на ней. Что там, как рыбалка твоя? Как ваша рыбалка? Что творится, да? Да. Одну и ту же каждую. Третий. Все одинаковые. Че, сколько рыбы? Сняли, да? Кого? А че? Сегодня мы добрые, да? Рыба есть? Эти сняли, да? У нас тут колымский плюрифон есть. Вся утка наша. И это с собой на груди. Так бы на этот повешу, Но на веревку. Скотч был у нас. сегодня у нас будет рыбный день. Что-то у нее в животе интересно. Кого проглотила там она? Почти отошла чешуя. Смотрим, что там в желудке у щуки. Чем питается щука на этом озере? Какая-то здоровая рыба в желудке. Что за рыба? Ну-ка. Окунь. Карась. Карасем питается. Причем таким большим. А что не кушаешь? Тут такие деликатесы. О, держи. Давай ешь. Мясо же есть там. Да? А что, там будет кушать? Ну иди там покушай. На, еще одну ешь.
Да ну, когда столько чебака в реке, в озере. И этого карася. Сейчас посмотрим, кто там. Карась. Быстрее. Срезаем лишнее мясо, тогда получается. Филешку. Пожарим. Пусть вот сюда ложим. Еще потрошки же есть, все. Их тоже жарить надо. Щучий день сегодня. Все же, да? Пласт. Берем соль. Начинаем солить. Сколько соли ложишь? Кладешь примерно ложку. Как правильно, ложишь или кладешь? Солишь. Я дома все время замечание. Кладешь. Я говорю, нет, ложу я. Не пьем, не курим. Все, готово. У нас почти никто не ходит. Палыч стоял, да? Палыч, вот. Тут уже готовые заготовки. Осталось только развешать. Я буду чистить потрошки тогда. Фига вы это сделали. Доска, да, это? Кишочки какие жирные. Вот. Промыл. Сколько жира у них. Давай, дрянь. Посрути, да? Соленый. Когда на Колыме нет уток, вот рыбалка выручает. Пока уток нет. Не с пустыми руками, да? Да. Можно рыбу привезти. Сразу налетели, смотри. Колечко утиное. На палочку. Два блогера. Конкуренции. Лицо блогеров. Начинающий блогер. Опыт или молодость. Сколько у тебя там будет? Две щуки у меня, короче, по 2 килограмма. Сколько соли положить? Сейчас попробую я. А соль попробуй. И сколько соли, столько же сахара оттуда. Все, Сашка. А, Сашка. Сашка, что? Прямо проливать хотите? Да. Да? А как? Сахар. Направление, чтобы мушки делать. Степа, к рыбе, может, салат сделаешь? 35-й. Самое тоже будет. Башковитый. Че, масло нагрелось? Дымок пошел. Дрова в следующий раз вот с той стороны выгрузи, или вот с этой стороны. Если приведешь. Тут это уберемся нахуй. Тут грязь и в яму.
Тоже хочешь кушать? Жареную. Щучку. Подвесить надо кастрюлю. Не, он прогнал все естественно. А, мух нет уже. Для поддержания мухи нападут. Раз. Снимите пробу кто-нибудь. Конкуренты двоих. Конкурент сейчас это попробует. Если скажет съедобный, то все, налетим. Соль нормально получится? Нормально. Самое то. Самое то. А сахар? Ну все. Сахар, наверное, не ощущается. Нет. Охращается, сладкое должен быть. Ну давай. А ты соевым соусом еще. Ну как? Ну все. Все. Айда и Степа. Дома щуки нет, да? Как у мамы дома. Как у мамы дома. Ма, привет. Мама смотрит. Сидят, ждут. Притихли, ждут, сидят. Потерпите тут даже. Bluetooth. Вторая партия пришла. Уже это, с корочкой. Дождались. Все, иди. Никто не играет. Усох. Тут нет. Рыба едет. Рыба есть. Ну, сейчас меньше где-то осталось. Вон еще двое, трое. Пауч! Есть, Ну, есть. первого, который попал уже, да? Ну. Сейчас упадет там. Видно было. Летает. Че, сухая? Под рамку все. Вон табун летает. Вот они, 4. Верно. Жаря филешки.
Тут немножко уже вышло. С хрустящей корочкой. Парни пока пошли нас сидеть в коробках. Я пока тут кашеварю. Дежурю на кухне. Ну, щук-то надо было куда-то девать. Поэтому жарим, юколу делаем. Будет очень вкусно. Жирная щука. Колымская. В Колыман-Дигирских улусах в Дзырянке 10 днем 20, в Среднеколымске 9 днем 21, в Черском 7 днем 19. Ночная кухня продолжается у меня. Вот столько потрохов получилось. Сейчас буду жарить их. Закладываю. Прошло минут 20 уже. Скоро уже будет готово. Вот. Готово или нет? Соль нормально. А еще не готово немножко. Все готово. Время готовки около часа. Смотрите, как мало ее осталось. Была полная почти. Чайник поставил. На этом мое дежурство 8-часовое на сегодня заканчивается. Уже глубокая ночь. Час ночи, что ли, уже? Или уже второй час? Все, парни придут. У нас будет поздний ужин. А может и ранний завтрак. С Сашкой поеду. Можно в телефоне залипать с ним. Он смотрит все. Вечерка. Вот это. Ты что, не меня снимаешь, что ли? Охотники возвращаются с вечерки. Нормально. Во время пьянки ты вообще вот так жрал и жрал. У тебя чай есть? Одна пачка. Нормально. Хватит. Хватит, У конечно. нас еще одна, да? У нас одна вытаскивай уже. Тут уже 2 штучки осталось. Хороший телефон сделали, да?
что это такое? Смотри, которые мелко нарезанные, да, нам быстрее. Ялец? Громко говорит. Сметахина расслышишь. Ух, турпаны, да? Уже готовятся, вышли, наверное, на озеро. Да. Ух, турпаны летят. Че, потрошки будем кушать? Ну, давай. А, уже готово, да? Ну, только что выключил комфорку нахуй. Давай. Всё, завтра мы вот это все доедаем. Молодцы. Вот потрошки. В течение дня я сделаю. Получилось давай 2 стакан. тарелки. Грязно. Одно блюдо на такое. Такое блюдо. Что, сюда? Будешь вот там зимними вечерами смотреть. YouTube зайдет, да и все. А? YouTube зайдет, да и все. Наше видео, да? Уничтожаете все. Как мы кушаем, снимай. Сам тоже садись, снимай, как кушаешь. Нет. Утки нету. Будет. Будет. Щуки есть зато. Че, на улице холодно? Вот прошел еще один день. С надеждой ждем завтра, что ветер поменяется. А пока всем до свидания, до скорой встречи здесь у нас на озере.